Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня будет очередной выпуск рубрики с обзором работ моих зрителей. Если вы хотите, чтобы ваша работа тоже попала в этот выпуск, то, пожалуйста, присылайте их ко мне на почту, либо в Инстаграм и ВК в личное сообщение. И не забывайте указывать немножко информации о модели, ну и о себе тоже. Итак, давайте приступим к обзору. Работ мне прислали очень много, и они очень даже достойные. Ну а наборы для сборки многих из показанных работ вы можете приобрести в интернет-магазине «Я моделист». Ссылка будет в описании. Роман Волков прислал симпатичную модель немецкой полевой кухни, запряженной парой лошадей. Мне очень нравится, как получилась лошадь в яблоках. А повозка окрашена очень аккуратно. Но над фигурой стоит еще поработать. Например, у нее совсем не хватает тени на лице. Я думаю, с опытом у Романа качество фигуры улучшится. Ярослав Гришков прислал модель советского истребителя танков Су-85 от звезды в 35 масштабе. Ну и сразу бросается в глаза слишком толстая антенна. Выглядит она не очень масштабно. И второе, Ярослав, обрати внимание на запасные топливные баки на корме машины. У них очень хорошо виден стык двух половин. Тут на выбор можно посоветовать два приема. Первый – это либо хорошо зачищать этот стык и шпаклевать следы, а также и саму шпаклевку тоже хорошо зачистить. Либо же можно это обыграть как-то, например, с помощью того же снега, так как машина у тебя в зимнем камуфляже. Еще один момент. Похоже, что топливные баки, они приклеены немножко неверно. Судя по фото реальных машин, да и исходя по здравому смыслу, горловины должны смотреть строго вверх, а не под углом 45 градусов. А в целом модель выглядит в зимнем камуфляже очень натурально. Ну а теперь давайте немножко отвлечемся от пластикового моделизма и посмотрим на модели бумажные. Иван Гончаров из Белгорода прислал модель автокрана АДК-3 на базе ЗИС-151 в масштабе 1:18. Во-первых, для моделей из бумаги тут отлично проработаны стекла. Единственная претензия – это очень уж сильно блестят покрышки, особенно задние. Ну и классическая претензия ко всем подобным моделям, которые делают с нуля – это вопрос к покраске. Я считаю, что даже в крупных масштабах надо немножко проявить художественности, то есть заметить тени, где как ложатся. Хочу посоветовать Ивану попробовать использовать какие-то особые приемы, которые используются и при пластиковом моделизме. И тогда модель будет смотреться просто шикарно. И вторая модель от Ивана – это российский бронеавтомобиль «Тигр» в том же 18 масштабе. Как говорит автор, почти все элементы у этой машины подвижны. И тут у меня, в принципе, та же претензия. Мне кажется, немножко не хватает аккуратности и добавить художественного подхода к окраске модели. И, по-моему, кстати, бачки сзади приклеены не очень ровно. Но работа проделана колоссальная, и все равно есть куда стремиться. Я желаю, чтобы работы у Ивана каждая становилась все лучше и лучше. А это Руслан продолжает тему бумажного моделизма. И в этом выпуске с моделью трактора МТЗ-50 с бочкой на прицепе. Вот тут, кстати, Руслан учел все те недочеты, которые я говорила предыдущему автору. У него есть художественный подход к работе с бумажной моделью. И тут дело даже не в загрязнении, а в том, что модель смотрится объемной, и за следами жизни этой машины очень интересно наблюдать. Так что из бумаги можно делать очень даже достойные работы, и они практически ничем не отличаются от пластиковых. Например, на фото с процессом работы над моделью видно, как, например, автор работает со смывкой. Кстати, в прошлом видео вообще не было работ моделистов из Москвы. Так что, москвичи, вы занимаетесь моделизмом или нет? И сегодня за Москву будет отдуваться Дима Жуков. И под мой пристальный взгляд попадает очень любопытная модель военного экскаватора на шасси, судя по всему, Леопарда в 72 масштабе. Ну, что я могу сказать? Что Дима занимается моделизмом довольно давно. И на мой непрофессиональный взгляд, мне кажется, что модели не хватает немножко тонировки, смывки и фильтров. Хотя без них модель смотрится эпично, но немножко плоско. Плюс стоит окрасить штоки цилиндров в металлический цвет, так как это было на прототипе. А еще у таких машин ковш всегда либо в земле,
либо краска стесана до металла. И то же самое касается и бульдозерного отвала. И бандажи опорных катков стоит красить немножко поаккуратней. Если, например, не получается кисточкой, то можно воспользоваться трафаретами. А это вторая модель от Димы. И на этот раз пусковая установка ракетного комплекса «Двина» в 72 масштабе. И у него похожие проблемы, что и у первой. А еще краска попала на рули. И в таком случае ракету, наверное, надо было окрасить до их приклеивания. А по самой пусковой установке можно было бы пройтись сухой кистью, чтобы выделить рельеф, и тогда пусковая установка выглядела немножко поразнообразней и интересней. А так у Димы очень интересные прототипы в коллекции. Классно. А это Женя вертолет, и тоже из Москвы. И как это ни странно, он прислал модель вертолета, а именно советский гигант Ми-10 в 72 масштабе. Очень классно такую модель дополняет БТР в качестве полезного груза и отлично придает вертолету масштабности. А сам прототип тоже очень интересный. У него очень характерные шасси, напоминают кузнечика, что ли. Так, Женя оборудует свои модели моторчиками, которые работают от батареек. И на одном из фото как раз можно увидеть, как вращается винт. А это вторая модель от Жени вертолета. И тоже вертолет. Но любит человек вертолеты, что с этим поделать? И на этот раз это модель медицинского немецкого вертолета БК-117 в 32 масштабе. И тут неплохо на себя обращает внимание большое количество надписей на фюзеляже, а светодиодный моторчик классно оживляет модель. И если то, как Женя установил несущий винт, мне в принципе понятно, но куда он спрятал мотор для рулевого винта, для меня остается загадкой. Или он все же использует какую-то сложную систему мини-редукторов. А это Александр из Новосибирска прислал модель элефанта в 35 масштабе, хотя на коробке от звезды с уверенностью написано, что это Фердинанд. Ну, Фердинанд от элефанта отличается в первую очередь командирской башенкой и курсовым пулеметом. Но посмотрим на саму модель. В первую очередь в глаза бросается танкист. У него не очень естественная поза. Такое ощущение, что он либо что-то должен держать в руке, а вообще в таком положении надо ему, наверное, на что-то опираться или действительно что-то держать. А так выглядит, как будто он правой рукой просит милостыню. Так, ну и классическая ошибка по матчасти. Машина с номером 501 воевала на Курской дуге и была оставлена экипажем, после чего она была изучена советскими специалистами, которые ее и расстреляли из разных орудий, чтобы проверить, провести эксперимент. Так вот, такая машина никак не могла быть модернизирована в элефант. И, кстати, я это все узнала, когда собирала свой Фердинанд, и вы можете посмотреть это в моем предыдущем видео. А это Павел Фадеев из Сталинграда, и прислал он на обзор мне модель истребителя танков Фердинанд. Это точно он, в отличие от элефанта, который был у предыдущего автора. И тут мне тоже очень нравится подход автора к деталям. Например, очень мило смотрится подкова на удачу на лобовом листе корпуса. И субъективно мне не очень нравятся ржавленные запасные траки на лбу корпуса и сколы, которые выполнены строго вертикально. Это немножко неестественно, на мой взгляд. Но зато сам подход к ним очень понравился. То есть тут есть вначале и светлые сколы от базового слоя краски, потом и грунта, а также и сам уже металл. Еще очень интересно смотрится разноцветность опорных катков и открытые бронезаглушки. Но вот открытые люки без экипажа смотрятся немного тоскливо. Кирилл Святкин из Калининградской области, и прислал он мне модель первого тигра в 35 масштабе. Еще мне очень нравится модель, как она загрязнена, и очень классно выбран цвет глины красноватого цвета. Это очень в тему, ведь
тигр изображен в зимнем камуфляже. Единственное, мне кажется, что камуфляж лег чересчур ровно, ведь тут нанесены большое количество грязи и утеряны какие-то детали, и, видимо, этот тигр успел неплохо повоевать. Так что, наверное, и камуфляж должен быть тоже немного не такой ровный, как у автора. А это Олег Макаров прислал фотографии пантеры модификации А. И вообще как-то сегодня очень много немцев в обзоре. Так, давайте посмотрим на пантеру. Тут небольшие замечания. Это шансовый инструмент, он не окрашен. Его, наверное, стоило бы покрасить, но особенно лопату. Это придало бы живости модели. И вообще на модели очень неплохо показаны повреждения опознавательных знаков. Но без сколов краски они смотрятся не так убедительно, мне кажется. Также есть небольшое замечание по сборке. Задний бронелист недостаточно хорошо приклеен, ну как и передний, собственно. Так модель выглядит интересной. А это Максим Осадченко из культурной столицы, и он прислал модель 131 зила в 35 масштабе от такой фирмы Бронко. Сразу скажу, что к изделиям московского автозавода я питаю немного нежных чувств. Они мне очень нравятся. Посмотрим на модель автора. И тут у него очень классный подход к деталям. Например, обратите внимание на брызги грязи с внутренней стороны передних крыльев. Кстати, многие моделисты забывают именно об этих участках модели, когда их строят. Так, теперь обратим внимание, как запылено лобовое стекло. Это очень естественно. И неплохо проработан двигатель, но на нем не хватает проводки. И, наверное, единственная претензия – это крыша Кунга, выполнена немного скучно. Не хватает какого-то цветового разнообразия. А общее впечатление от этих незначительных замечаний не страдает. Модель выполнена отлично. Евгений из Бреста прислал модель довольно симпатичного немецкого полугусечного тягача D-Mag D7 от Итальери в 35 масштабе. И мне очень нравится, как проработана кабина, особенно измерительные приборы. Вообще модели в таком светло-желто-оливковом цвете всегда смотрятся выигрышно. И этот цвет, кстати, очень приятен в работе. По-моему, модель чересчур блестит, но это всегда можно исправить матовым лаком. И тогда модель бы смотрелась чуть более серьезно. И автор, кстати, очень неплохо освоил элементы смывки. И вообще модель довольно-таки отлично собрана. А это Марин из братской Болгарии. И он сделал сегодняшнее видео международным. Так вот, он показывает нам модель российского бронеавтомобиля «Тайфун» в 35 масштабе. И мне очень нравится необычная схема пиксельного камуфляжа. Она вообще очень сложна в работе, так что автор постарался на славу. Но у меня сразу возникает вопрос к цвету стекол. По-моему, они слишком мутные. Хотя я догадываюсь, что автор хотел изобразить характерный зеленоватый оттенок бронестекол. Но немножко не получилось, мне кажется. Также вопрос к заднему номеру. Левая его кромка странно загнулась. А так мне эта модель очень понравилась. И грязные покрышки выглядят очень натурально. Я думаю, автор и сам знает, что у него вышло неплохо. А это Велизар, и он тоже из Болгарии. И, скорее всего, это друг предыдущего автора. Так вот, получается, у меня в выпуске полноценный болгарский десант. Интересно. Так вот, Велизар прислал на обзор модель тяжелого танка Т-100 в 72 масштабе. Первое, что мне бросается в глаза, это залитая краской решетки МТО. Кстати, модель выполнена из смолы. И в сборке это довольно сложная модель. И сам танк, на мой взгляд, выглядит немножко плоско. И под краской видны следы пылинок. Скорее всего, модель красилась из баллончика, наверное. Это дают толстые слои краски. Вообще для 72 масштаба, наверное, лучше использовать аэрограф или кисть. Тогда слой краски будет заметно тоньше, и это приблизит модель к прототипу. А если вы вдруг заметили при покраске такие же дефекты с решеткой
МТО, то ее можно исправить, но только пока краска не высохла, протолкнув решетку иголочкой. А это Дмитрий Гончаров из Новосибирска, и он прислал на обзор модель танка «Тигр». И да, это очередной немец в этом видео. Во-первых, очень классно, что модель выполнена на подставке, и автор шикарно изобразил след от попадания снаряда в борт башни. А экипаж всегда положительно влияет на восприятие модели в целом. Так держать. Но у модели есть некоторые минусы, которые практически не влияют на общее впечатление от модели. Во-первых, танкисты немножко поблескивают, и матовый лак решил бы эту проблему 100%. Потом видно, что некоторые катки внутреннего ряда прокрашены не полностью. И мне кажется, что попадание снаряда в лобовой лист может быть не очень реалистично. Хотя на поле боя бывает всякое. Отличная работа. И Иван из Бишкека прислал модель БМПТ Терминатор 2. У модели классно выполнен камуфляж, и вот эти ровные четкие линии придают модели некого шарма. Отлично выполнена смывка, и она как раз придала объем мелким деталям, которые на этой машине довольно-таки много. А еще в модели классно выполнены зеркала заднего вида, они прям как настоящие автомобильные. Из недостатков можно лишь заметить, что гусеница на левой стороне приклеена слегка неровно. Но если эту модель поставить на диораму, это будет совсем незаметно. Так автор молодец. А это Даниил, и он вылепил монстра из вселенной игр Resident Evil. Причем я хочу заметить, что автор вообще с нуля создал эту фигурку. Хотя я немножко не сильна в этой вселенной, но мне кажется, что монстр получился очень похож на того, что изображен на арте. Мне кажется, немножко не хватает тени на лице монстра. Хотя если эту часть тела можно назвать лицом. Вообще у автора точно есть художественный талант, и работа у него очень замечательная. Так, а это Владимир, и он прислал модель танка Т-64А в 35 масштабе от фирмы Скиф. Скиф — это еще те дрова. И так что давайте посмотрим на окраску. Мне очень нравится имитация грязи на нижних границах машины. И белая опознавательная полоса, которая характерна именно для этой детали окраски, требует чуть больше аккуратности. Так, у модели есть любопытный момент. Ссылка на инстаграм автора на корме башни. И это очень оригинально. И вообще модель очень хорошая, особенно учитывая фирму-производителя. А это Сергей Хакин, он старший штурман ВВС России из Батайска. И он прислал сразу две модели современных российских авиалайнеров. И ура, в сегодняшнем обзоре будут и самолеты тоже. Так вот, начнем с МС-21. Модель получилась на загляденье отличная. И очень классно, как глянцевый лак придал модели натуральность. И сразу в голове воссоздается образ настоящего пассажирского самолета. Так, а это вторая модель от Сергея, и это сухой Суперджет 100 в ливрее авиакомпании Азимут. Кстати, разноцветные цветовые схемы окраски современных самолетов отлично разноображивают цветовую монотонность белого базового цвета. А вообще мне больше всего нравится светло-зеленая окраска самолетов авиакомпании Seven. И сразу видно, что моделист опытный, потому что модели очень близки к прототипу. Очень классно знать, что многие мои зрители занимаются творчеством в свое удовольствие, а также классно ощущать, что я и мои модели в какой-то степени вдохновляют вас на свои работы. Спасибо всем, кто прислал свои работы. Увидимся на следующей неделе. До новых встреч. Пока-пока.